Всем привет! Я уже довольно давно играю в Stalker Gamma. Как я только не проходил эту игру. Однако ни одного полноценного видео я так и не сделал. Думаю, пришло время это исправить. Итак, многие считают Гамму довольно сложным модом. И получение достижения Invictus, он же непокоренный, считают пиком сложности. Но что если я вам скажу, что это достижение можно получить, проходя всю игру одним ножом? Для кого-то это может показаться чем-то запредельно сложным. Однако уверяю вас, все, что для этого нужно, это глубокое знание механик игры. Задача, конечно, не самая простая, но вполне посильная для искушенного игрока. Для начала определимся с правилами, которым я следовал в этом прохождении. Запрещается использование маскировки. На данный момент эта механика крайне сырая и слишком сильная. Запрещается использовать напарников для ведения боя и хранения лута. Всех напарников, что даются по заданию, я оставил в режим игнорирования боя, и максимум, как они изредка помогали в прохождении, это агрили на себя пару мутантов. С напарниками был бы гораздо проще старт, и в целом они крайне полезны, поэтому я и решил, что будет интереснее играть без них. Нельзя использовать взрывчатку, гранаты, ну и понятное дело любое огнестрельное оружие, только нож, артефакты и костюм. Любого вида сейфскамы очевидно тоже запрещены. Давайте уже наконец перейдем к созданию персонажа. Обязательно выбираем своему персонажу подходящее имя. Идеальной группировкой для такого прохождения, по моему мнению, являются ученые, так как минимум врагов, максимум заданий, а в начале игры пересекаться с враждебными сталкерами крайне нежелательно. Но я буду играть за одиночек, потому что одиночки это база. На доступные очки берем курточку, газик и кучу медицины. Начинаем на болотах, так как тут довольно безопасно, много прибыльных заданий и можно довольно быстро получить первые желтые тайники за счет местного искателя артефактов. Берем задания на зачистку мутантов, сопровождение ученого, ну и другие задания, которые можно выполнить. Каланча дает очень много денег за медицину по заданию, для этого можно даже скупать медицину у него, и в большинстве случаев она либо окупится, либо вы выйдете в ноль. На первом этапе важно выполнять как можно больше заданий, для быстрого получения инструментов для тонкой работы и тайников с интересными костюмами. Поэтому можно смело брать задания, для выполнения которых есть возможность просто купить нужные вещи. Да, вы возможно потеряете немного денег, зато получите выполнение задания и тайник. Первым делом бежим к церкви к искателю артефактов, по пути не забываем лутать всякое барахлишко. Вот он, искатель артефактов, ассистент Ковалев. У него можно получить халявный детектор отклик, если сказать ему, что у вас нет детектора, даже если он у вас есть. Итак, забираем первый артефакт по заданию и сразу встречаем первого вражеского NPC. Я так и не понял, кто это, но скорее всего бандит или ренегат. Ловим несколько маслин по неосторожности и убегаем. Захиливаемся и бежим дальше. Поначалу, и на самом деле довольно долго, следует избегать стычки с вооруженным противником и фокусироваться на зарабатывании денег, фарме артов, мутантов и тайников. Мутантов, пока защита маленькая, мы убиваем за счет рельефа и воды. Мутанты не могут забраться в воду, и за счет этого их легко кайтить и убивать. Забираем второй артефакт и бежим дальше выполнять задание. И тут следует пояснить, как именно работает получение желтых тайников в гамме. Первое, что нужно сделать, это выполнить 7 заданий. Затем, сколько заданий вы сделали, можно посмотреть в статистике КПК. После того, как вы выполнили 7 заданий, каждый следующий тайник, который вы получите, с вероятностью 50% будет желтый. И неважно, каким именно способом вы получите этот тайник. После того, как вы получаете желтый тайник, вам нужно снова выполнить 7 заданий, ну и дальше по кругу. Местный искатель артефактов дает задание на поиски 3 артов, и за каждый артефакт игра засчитывает одно выполненное задание, и в итоге за одно задание искателя нам засчитывается 4 выполненных задания. Тем временем сопровождаем ученого до аномалии, ждем его заветной реплики и бежим за третьим артом. Пока бежим, заканчивается рад-протектор. Я забываю его обновить и чуть не умираю от радиации. В респираторе по воде можно бегать только с рад-протектором, поэтому нужно как можно быстрее найти инструменты и починить нормальный шлем. Забираем третий арт, относим его к искателю артефактов, выполняем еще пару заданий, чтобы мог выпасть желтый тайник. Берем задание на тайник, нам везет, выигрываем рулетку 50 на 50 с первого раза и идем лутать тайничок, предварительно взяв еще несколько заданий. С инструментами не повезло, но медицинские инструменты хотя бы полезнее, чем оружейные. Идем изучать аномалию по заданию и находим крайне полезный артефакт мяч. Ну и раз уж я нашел первый мяч, я думаю, следует прояснить, что же нам нужно для прохождения с одним ножом и на чем следует акцентировать внимание. Первое, что нам нужно, это конечно же деньги. Денег нужно крайне много на ремнаборы, на крафт, на рецепты, на артефакты, на новый нож и на медицину. Поскольку драться мы будем только в ближнем бою, то и получать урон мы будем постоянно и дофига, поэтому на медицину придется тратиться очень много. Второе, это хорошая броня с большим количеством слотов, чем больше слотов, тем лучше. Третье, это 4-5 артефактов мяч, за счет них можно будет пинать любых мутантов в игре. Особенно полезно против химер, контролеров и бюреров. Один мяч собственно уже найден.
Четвертое — это по желанию артефакт цепень. Он оглушает мутантов, когда они нас атакуют, что может быть полезно в некоторых ситуациях. Пятое — это 2-3 артефакта Черный Ангел, каждый из которых дает 20% шанс на отражение пули, что по сути уменьшает получаемый урон от пули. Эффект от нескольких таких артов складывается по закону бывающей полезности. Например, 3 Черных Ангела дадут не 60% уменьшения урона от пуль, а 49%, что тоже очень даже много. Шестое — это хотя бы один артефакт Призрачная Звезда. И нет, он нужен не для того, чтобы пройти радар. Дальше вы знаете для чего. Седьмое. Куча других артефактов и частей мутантов, которые мы будем лутать, пока ищем все остальное. В целом это все, что нужно для прохождения радара. После радара еще будет что пофармить, но об этом после. Возвращаемся к прохождению. За 2 круга по болотам получилось выполнить 14 заданий. Пытаемся прокнуть еще один желтый тайник, но в этот раз рулетка не на нашей стороне. По заданию выпадает обычный белый тайник. В целом на болотах больше делать нечего, поэтому прыгаем в бар через проводника. После прибытия в бар не забываем купить второй детектор у Киценко на блокпосту. Открыть окно торговли с ним можно на X. Да, цена в 14к не очень приятная, но лучше приобрести второй детектор как можно раньше. Смотрим задание и видим наводку на тайник на армейских складах. Сразу же его берем, и из-за того, что в прошлый раз желтый тайник не выпал, он может выпасть сейчас. И да, вот он, желтый тайник. Набираем еще заданий в баре и мчимся на склады через кладбище техники. Почему через кладбище техники? Ну, мне показалось, что так безопаснее, хотя это на самом деле спорно. При переходе на склады сразу же вижу ренегата. Быстро реагирую и убиваю его, пока он ничего не успел понять. И поскольку у нас кто-то стреляет, сразу же бежим на базу к свободе, залутаем этот труп позже. Выполняем задания на армейских складах, пока не наберем нужное количество заданий для желтого тайника. И мне тут очень повезло, он выпал прямо на базе. И вот они, первые инструменты для тонкой работы, на 59-й минуте игры. Отлично, теперь осталось найти какую-нибудь промежуточную броню со шлемом для комфортной игры в начале. И можно бегать с хайфом по карте и фармить нужные ресурсы. Ну а хорошую броню вероятнее всего найти в тайниках на опасных локациях, поэтому бежим лутать все тайники на армейских складах. К сожалению, в тайниках ничего интересного не выпало, поэтому забираем все полезное и возвращаемся в бар. В баре оставляем кучу вещей, чтобы бегать налегке. Чем меньше веса, тем быстрее персонаж бегает, меньше тратит стамины, а также быстрее прокачивает навык выносливость, который влияет на скорость бега. Поэтому носим с собой только самое необходимое. Следующая остановка — свалка. На свалке есть много заданий на убийство бандитов, которые мы взяли в баре, которые зачастую выполняются сами. Нам же лучше не рисковать, пытаясь их сделать, так как это довольно опасно. Оставляем это на волю рандома. Если бандитов так никто не убьет, будем считать, что не повезло, и пойдем дальше. Самое главное, ради чего посещаем свалку первый раз, это мясник. У него очень приятные цены. Обязательно берем у него рюкзак охотника, нож охотника и по желанию набор для заточки. Они у него самые дешевые. Также на свалке часто спавнятся артефакты и очень много аномалий. Не забываем их осматривать по возможности. Мне повезло, задание на бандитов выполнилось, а мне как раз не хватает денег, поэтому почему бы не вернуться в бар за наградой. Далее бегу на янтарь к Сахарову, так как у него самые дешевые цены на вообще все, что он продает. Лучше к нему заглянуть первый раз пораньше, чтобы быстрее запустить цикл обновления ассортимента. На первый раз покупаем только электронику и фонарик, так как деньги надо оставить на ремонт снаряжения. Забираю тайник по заданию чистого неба. И бегу на поляну через кордон за радиомолчанием. А пока я бегу, объясню, как работает обновление ассортимента у торговцев в гамме. Чтобы ассортимент у определенного торговца обновился, нужно сделать одно из следующих действий. Первое — это просто подождать 48 часов, делая все, что вы хотите. Второй способ — это поспать. Когда вы спите, ассортимент торговцев также обновляется, но только у тех, кто находится на той же локации, где вы. Также надо поспать какой-то минимум времени. Если вы поспите всего 2 часа, то ассортимент не обновится. Я сплю обычно 8 часов, и после этого ассортимент всегда обновляется. И последний вариант, который доступен не для всех торговцев, это отбежать примерно на 400-500 метров от торговца. Поэтому торговцы на болотах или окрестностях Юпитера постоянно обновляются, так как локации очень большие, и отбежать от них на такое расстояние можно просто пойдя выполнять какое-то задание. В принципе, так можно обновлять любых торговцев, если забегать за край карты, но таким заниматься в этом прохождении я не планирую. Тем временем я добежал до поляны. Давайте же посмотрим, что нам приготовило радиомолчание. С первого трупа ничего полезного, а вот со второго выпал очень хороший средний шлем заслон. Больше ничего полезного с радиомолчания не выпало, но шлема вполне достаточно. Далее бежим на болото. По пути лутаем желтый тайник на кордоне. В этом тайнике я нахожу хороший плащ, который заменит мне курточку, пока я не найду что-то получше. Бежим на базу на болотах и тратим деньги на починку всего того добра, что нашли. С таким шлемом и плащом можно больше не бояться радиации и спокойно бегать по воде на болотах и даже на армейских складах. Выходя с базы, замечаю на рыбацком хуторе бандитов. Аккуратно подкрадываюсь к ним сзади и ликвидирую. Делаю дефолтный круг по аномалиям на болотах, попутно сопровождаю ученого и убиваю мутантов. Сдаем квесты и идем спать. На утро повторяю круг по болотам, так как все задания обновились. После этого забираем все с собой и переезжаем в бар.
Начальную экипировку мы насобирали, и теперь можно с комфортом фармить весь юг. Вступать в противостояние с людьми все еще крайне опасно, и наша задача нафармить все то, что я обозначил выше. Давайте подробно разберем, как и где найти все, что нужно для прохождения радара. Первое. Деньги. В принципе, деньги фармятся пассивно, пока мы ищем все остальное. Но поскольку денег нужно действительно очень много, то на этом нужно акцентировать большое внимание. Далее я дам несколько советов, где и как можно получать много денег. На болотах есть стабильные 14-15 тысяч с 2 заданий, на которые почти не тратятся ресурсы. Это задание на зачистку мутантов от библиотекаря и задание на сопровождение ученого. Задание на ученого важно делать почаще, так как помимо денег он дает один артефакт. И может дать как раз те, которые нам нужны. Когда ученый начинает исследовать аномалию, он становится неуязвим, поэтому можно смело бежать дальше по болотам, потом он к вам прибежит. Также я уже говорил про задание на медицину от каланчи, про это тоже не забываем. Еще библиотекарь иногда дает задание «Болотная война» на зачистку лагеря бандитов. Его также следует брать, оно очень часто выполняется само после сна, и за него дают нормально денег. Не будет лишним брать задания на бандитов на свалке. Нам даже не нужно рисковать, так как эти задания зачастую выполняются автоматически, пока мы бегаем по свалке. То же самое касается заданий на убийство долговцев на армейских складах. Спокойно берем такие задания у свободы, и даже если они не будут выполняться, ничего страшного. И раз уж речь зашла об армейских складах, то следует сказать, что Скряга, так же как и Каланча, дает много денег за медицину, так что его задания тоже можно спокойно брать. Помимо этого, Скряга, начиная с большой репутации со свободой, начинает выдавать задания на патроны 5.45 с армейскими аптечками, за которые он дает 50к и может выдать до 2 тайников. Для выполнения этого задания ему нужно принести 10 использований армейских аптечек, 155-45 Hollow Point патронов, это те, что красные, 2 кокаина и по одному журнальчику. Еще можно давать лишние артефакты по заданиям, предварительно укрепив их хотя бы до 90%. Тут важно брать подобные задания только у неуникальных персонажей, лучше всего у ученых, так как они дают больше всего денег. Также нормально денег за артефакты дают чистое небо и свобода, но лучше, конечно, давать ученым, и важно брать подобные задания именно у случайных сталкеров, так как тот же Сахаров, хоть он и ученый, но является уникальным персонажем и дает за артефакты сильно меньше денег. Исключением тут является Фанат. Он всегда дает задание на батарейку и всегда дает за нее около 14 тысяч. И при этом неважно, насколько она была укреплена. Для экономии денег следует закупать почти всю медицину и электронику у Сахарова, так как у него самые низкие цены. Хорошую броню проще всего найти в тайниках на локациях Янтарь, армейские склады и кладбище техники. Для начала мы ищем броню хоть с каким-то БРом и баллистикой, для того чтобы избежать рандомных ваншотов, а также хорошим разрывом, чтобы было проще сражаться с мутантами. Мне повезло найти костюм кочевник на армейских складах, в котором я пробегал довольно долго. У него как раз очень хороший разрыв и неплохое количество слотов под арты. Еще нужно найти научный костюм, чтобы было сильно проще изучать аномалии и лутать в них артефакты. Я нашел такой также на армейских складах. И на самом деле не важно какой именно. Все научные костюмы дают довольно хорошие характеристики и весят всего 1 кг с апгрейдом. Ну и для похода на радар желательно найти что-то получше, чем кочевник, и мне повезло найти чуть ли не лучшую броню для этого, которой по итогу я прошел всю игру. Это протоэкзоскелет ИИГ. Нашел я его на Янтаре и был крайне рад этому. В нем целых 7 слотов и приемлемая баллистика с разрывом. Да, другие характеристики не особо впечатляют, но они не так важны. Далее я расскажу, где и как лучше всего фармить артефакты. Первым делом расскажу о болотах. Это самая безопасная локация и тут очень много аномалий. А также маршрут очень удобный, ну и тут есть задания, которые можно выполнять по пути. Маршрут выглядит следующим образом. Мы бежим на базу чистого неба, берем тут задание и идем в переход на болото. Нас сразу же переносит к первой аномалии злая топь. Тут находятся одни трамплины, они наносят довольно много урона, но никогда не ваншотают, поэтому просто двигайтесь аккуратно. Со временем вы запомните примерное расположение аномалий и будете пробегать очень быстро. Следующая аномалия гравиполя. По сути такая же, просто находится в другом месте. Сначала нужно убедиться, что тут нет мутантов, а потом заходить в аномалию со стороны воды, тут безопаснее всего. Далее бежим к химической аномалии обманка. Тут все понятно, просто не попадайте в химические лужи, пассивного урона тут нет, поэтому можете спокойно передвигаться по ней. Далее по маршруту одна из самых опасных аномалий на болотах — ловушка. Тут полный набор, и воронки, и карусели, и трамплины, еще и лагерь бандитов под боком. Поэтому аккуратно ходим около воды. Если артефакт находится где-то в глубине аномалии, то просто игнорируем его и идем дальше. Следующая аномалия — болотный распадок. Опасно только пока у вас не наберется 95% защиты от ожога. После этого можно спокойно по ней гулять и собирать артефакты. Но пока защиты нет, эту аномалию нужно игнорировать. Собрать 95 защиты от ожога на самом деле довольно просто. Для этого нужен любой научный костюм, огненный шар, который можно купить на барахолке, и еще один артефакт на 10% капа ожога, типа кристалл или булавки. Далее по маршруту аномалия мертвая зона. Она представляет из себя просто много электро. По подобным аномалиям главное двигаться медленно и аккуратно, прощупывая все болтами. Конкретно в этой аномалии есть два участка, где электры периодически отключаются.
Далее аномалия разрядник, также состоит из электро, только без отключающихся участков. Аккуратно оббегаем по краю с детектором. Если ничего не нашли, то бежим дальше. Предпоследняя аномалия Ведьмин студень очень безопасная. Спокойно пробегаем по ней с детектором и переходим к последней аномалии Медленный огонь. Тут большой спам мутантов, поэтому будьте аккуратнее, сначала нужно от них избавиться. Потом подходим к горящему дому с детектором. Если там есть артефакт, то заходим со стороны дороги, и в первые разы ощупаем все болтами. Аномалия довольно безопасная, так как тут нет пассивного урона огнем, и можно спокойно передвигаться без защиты. Главное запомнить примерное расположение аномалий. Ну и возвращаемся на базу чистого неба. Даем задание и либо спим, чтобы переждать ночь, после чего повторяем круг по болотам, либо прыгаем в бар через проводника. Следующая локация, богатая на аномалии и артефакты, это свалка. Зачастую я прихожу сюда со стороны бара, поэтому маршрут будет начинаться отсюда. Первым делом бежим к аномалии Мусорка на горе. Эта аномалия довольно безопасная. Тут расположены одни воронки, и рядом с ними желательно двигаться на шифте, так как у воронок радиус активации значительно больше, чем радиус затягивания, и вы просто успеете среагировать и отбежать от нее. После бежим к аномалии Ведьмин круг, который состоит из электро и одной карусели. Карусель можете вообще не бояться, она не затягивает и не дамажит, так как находится слишком высоко. Если артефакт двигается по аномалии, то можно просто стоять в безопасной зоне и ждать, пока артефакт скатится к вам и без проблем поднять. Если же артефакт статичный, то в большинстве случаев его легко достать, но иногда бывает так, что артефакт лежит довольно глубоко в электрах, тогда нужно аккуратненько с болтами пробираться к нему. Далее двигаем к мистику за заданиями, либо за покупками, или просто бежим мимо к аномалии Комариная плешь. Тут расположены одни трамплины, а также радиация. Если артефакт блуждает по аномалии, то самая правильная стратегия будет встать где-то посередине и просто ждать, пока он приползет к вам. Если артефакт статичный, то в большинстве случаев его можно достать, просто аккуратно обходя аномалии. Но иногда такие артефакты спавнятся прямо в центре трамплинов, и тогда достать их весьма сложно. Поблизости расположены две аномалии с жарками. Пассивного урона в них нет, но понять, где точно расположены жарки, тяжело. Так что тут нужна либо хорошая защита, либо просто не жалеем болты и закидываем ими всю аномалию. Далее крайне безопасная аномалия Изнанка. Тут находится несколько каруселей, можно спокойно заходить и забирать артефакт. Поблизости расположена химическая аномалия Газировка. Пассивный урон присутствует, но сами химические очаги хорошо видны, так что аномалия вполне безопасна. Главное проверить ближайшие лагеря мутантов, чтобы на вас внезапно не напали. Ну и последняя аномалия Мангал, расположена около перехода в Темную долину. Ее мы в большинстве случаев скипаем, так как сюда нужна хорошая пси-защита. Помимо этого, тут рядом очень часто ошиваются бандиты. Еще следует упомянуть так называемые динамические аномалии, которых на свалке очень много, и иногда они спавнят много артефактов. Болото и свалка — это две самые лучшие локации для лутки артов на юге, но также следует упомянуть еще несколько аномалий на других локациях. На кордоне по пути на болото лучше пробегать через деревню новичков, если не мешают бандиты. При таком маршруте мы в любом случае бежим через туннель со жгучим пухом. Жгучий пух тут расположен не только на потолку, но и на земле. Все, что нужно для того, чтобы не получать урон, не бежать через него. И не обязательно двигаться на шифте, достаточно просто не спринтить. Далее по пути ждет аномалия Мясорубка. Тут есть довольно безопасный маршрут. Просто бежим так, как показано на видео. На янтаре есть аномалия Отравленное озеро. Тут может появиться до 2 артефактов. Ни в коем случае не заходим в кусты, так как тут прям в кустах еще расположена воронка, которая очень опасна. Также в кустах ничего не видно. Лучше всего заходить со стороны завода. Если артефакт двигается, то просто ждем, пока он подползет поближе. Двигающиеся артефакты довольно легко увидеть по кругам на воде. Спустя 18 часов геймплея на юге, следуя перечисленным выше рекомендациям, я нафармил все, что мне нужно для продвижения на север. Шлем сферы я нашел у военного, сидящего за пулеметом на болотах. В один момент, следуя своему стандартному маршруту на болотах, я обнаружил военных на мехдворе. И поскольку они блокируют мне одну аномалию и мешают, мне крайне важно было от них избавиться. За несколько заходов я аккуратно вырезал их всех в спину, не получив ни одного выстрела. С одного из них и выпал этот шлем. Все артефакты я нашел, просто бегая по аномалиям, кроме цепня и одного меча. Один мяч можно гарантированно получить у фаната по заданию КМБ, он будет лежать в тайнике. Цепень я нашел на кладбище техники. Уже после того, как я собрал всю экипировку, я пошел лутать все тайники, что скопились на кладбище техники. Там же я протестировал свою мощь на бандитов с ренегатами, поскольку один из желтых тайников находился прямо у них на базе. Полный огненный шар я сделал, купив 3 на барахолке, каждый стоил примерно по 120 тысяч. Протоэкзоскелеты можно починить набором для тяжелой брони, и также обязательно нужно скрафтить экспериментальный источник питания на батарейке, так как с ним энергия батареи тратится значительно медленнее. И главное, появляется возможность вызвать электрический взрыв. Далее я буду называть это просто ультой. С помощью этой ульты можно убивать противников, до которых не получается достать, и просто чистить пачки врагов. Стоит сказать, что для крафта этого источника питания нужен артефакт батарейка, и совершенно не важно, какого он будет качества, так что пихайте самую дерьмовую.
Нож обязательно берем кукри, это лучший нож в игре. Его можно купить сразу, как только вы достигнете 2000 репутации у любой НАТО группировки. В моем случае это чистое небо. С этим ножом мы будем бегать до конца игры. Переходим наконец к выполнению сюжета. Для начала нужно взять задание на поиск стрелка у лидера вашей фракции. В моем случае это Сидорович. Далее идем к болотному доктору, говорим с ним и перемещаемся на агропром. И тут я скажу, что артефакты на поясе будут зависеть от того, с кем мы будем сражаться. В самом начале агропрома будет пачка бандитов, поэтому я одеваю максимум баллистики и 3 черных ангела. С таким затаром у меня получается почти 70% баллистической защиты, а также 49% шанс отразить пулю обратного врага. Юзаем армейскую аптечку и просто бежим на бандитов и режем их. Им не хватает урона, чтобы очень быстро убить нас. В опасных ситуациях прячемся за укрытием, хилимся и ждем подходящего момента. Далее после бандитов идет сегмент с мутантами, поэтому я сразу снимаю 3 черных ангелов, чтобы они не теряли прочность. Надеваю бенгальский огонь, чтобы поднять защиту от разрыва до 80%. Понимаю, что полтергейст не даст мне нормально здесь подвигаться, и поэтому я решаю сыграть через мечи. Снимаю пустышку, так как она все равно не дает разрыв, и надеваю 3 меча. Пинаю кровососа и зомби и медленно двигаюсь к полтергейсту. Наконец нахожу его и вырубаю с ноги. Далее бежим к тайнику стрелка. Перед этим я снял 3 меча, чтобы не тратилась прочность. Забираю журнал и двигаюсь к выходу, по пути убивая кровососа. Следующий пункт назначения это X16 на инвентаре, собственно сразу же туда и отправляемся. В X16 я вместо пустышки надеваю глаз для повышения пси-защиты, а также цепень и спайку, они очень хорошо работают против мутантов. На данный момент промахи ножом не сбивают счетчик спайки, из-за чего с ножом ее можно стакать бесконечно. В X16 с ножом этот артефакт раскрывает себя во всей красе. Цепень же постоянно оглушает мутантов, из-за чего они убегают от нас. С цепнем еще есть баг, если вы получаете урон от падения и цепень будет у вас на поясе, то вас будет постоянно дамажить, где-то 2 секунды. Да, не сильно, но все равно неприятно. Спускаемся вниз и просто вырезаем всех мутантов, что здесь есть. Проблем особо не должно быть до большой комнаты, где находится колба с мозгом. Здесь находятся 3 бюрера, и они дамажат ударом, а не разрывом. Для того, чтобы танковать бюреров, нужно очень много защиты от удара, желательно хотя бы 90%. Лучше, конечно, 95%. А таких значений не добиться артефактами с юга. Для начала нужно аккуратно заагрить большую часть мутантов. Просто выходим в зал, стоим на выходе и ищем бюреров. Как только их увидели, бежим назад и ждем, пока прибежит все остальное. После того, как мутанты перестали бежать к нам, аккуратно катим бюреров. Для начала надо их разделить, так как катить сразу двух гораздо сложнее. Выходим на прямой обзор к первому бюреру, и как только он начинает заряжать нас атаку, прячемся за угол. И ждем, пока он ударит. После этого бежим к нему и бьем. Если он не умирает за один удар, то повторяем. Далее нужно активировать рубильники. На самом верху будет ждать 3-й бюро. После того, как активируем последний рубильник, спавнится 4-й и последний бюро на лестнице. Его катим также и бежим резать контролера. Из-за того, что спайка очень сильно настакана, он умирает с одного удара. На этом, собственно, X16 почти закончилось. Осталось только выйти по туннелям. Со снорками проблем не должно возникнуть, а вот с зомбированными надо поаккуратнее. Я тут надел вместо глаза пустышку, так как защита тут больше не нужна. Псевдогиганта же просто шотаем ультой. Тут следует пояснить, что псевдогигант шотается, потому что ульта дамажит электричество, а у псевдогиганта крайне низкая защита от электричества. Вполне возможно, что даже отрицательная. Например, для убийства химеры нужно ультануть 6 раз. Ну и ульта не бесплатная, она тратит 25 заряда батареи. В перерасчете на деньги это примерно 3000 рублей, после чего уходит на кулдаун примерно 20 секунд. На этом X16 заканчивается. И перед радаром я решил еще денечек зачилиться на юге, так как медицина на исходе и нужно обновить ассортимент у Сахарова, чтобы купить ее побольше. Проходи, не задерживайся. Отдаю кристалл по заданию от одиночки за 40к. Продаю весь накопившийся хлам, в том числе и патроны, и иду спать на янтарь, чтобы обновить ассортимент. Скупаю всю нужную медицину у Сахарова, возвращаюсь в бар, чтобы накрафтить еще больше медицины, и можно идти отключать радар. Первым делом нужно защитить барьер. Для этого говорим с Цербером, после чего появляется схват монолита прямо на барьере.
Я рискнул и побежал всех просто резать на Йола, из-за чего несколько раз чуть не умер. Свободовцы очень быстро умерли, а Цербер куда-то убежал, из-за чего я остался один. Поэтому я принял решение спрятаться в будке и просто ждать, пока они ко мне по очереди залезут, и я всех перережу. Но внезапно, откуда ни возьмись, вернулся Цербер и просто перестрелял всех монолитовцев. После этого защита барьера завершена, и можно бежать и отключать радар. По пути мне попадается контролер. Перед радаром я себе подготовил белый научный костюм, который весит всего 1 килограмм и имеет 6 слотов. В него я запихал 5 мечей и ночную звезду. Теперь каждый раз, когда я буду надевать этот костюм, мне будут надеваться эти 6 артефактов. Собственно, с помощью этого я просто пинаю контролера из инвиза, а также химеру, которая на меня напала чуть позже. Тут внезапно начинается выброс. Я просто пережидаю его за камнем с помощью анабиотика. Далее аккуратно играем открытий. Защита у меня уже хорошая, но все еще могут убить за 2-3 очереди сильных стволов. Поэтому прям в открытую бегать не стоит. Вырезаем монолитовцев по одному, иногда выжидая, пока враг начнет перезаряжаться. На подъеме около мешков меня ждали 2 монолитовца, которые были близки к тому, чтобы закончить ран. Но им просто не хватает урона. Я перехиливаю все медицины и избавляюсь от них. Дальше самая сложная часть, это добраться до бункера. Я сразу же не останавливаясь бегу в дырку в заборе, так как тут очень хорошая позиция. Избавляюсь от монолитовцев на вышке с помощью ульты, агрю остальных и выжидаю их за деревом. Вижу, что на меня бежит довольно много. Решаю рискнуть, использую превентивную аптечку и просто иду их резать. В таких файтах важно следить за хп и за телом с головой, так как если одну из этих частей полностью выбьют, то я сразу умру. Если сильно пробивает, просто бежим за укрытие и хилимся. Избавляемся от последнего монолитовца на вышке и идем отключать выжигатель. Бункер радара я решил показать полностью, без монтажа, как это было на стриме. На, еще одну батарею туда, сюда. Я ранен. Захуярил его. Давай подожду, ладно. Давай подожду. Не успел я вбежать. Чел на упреждение стреляет. Блять, как он меня увидел? Я обойду его и уничтожу. Нужно прикрытие. Захуярил его. Ты будешь ликвидирован.
что? Они оба сдохли, да? Строишься отсюда. Давай, давай! Ты... Ты... Ну иди сюда, ну. Иди, я буду зачищать, говорит. Чё за байсер, нахуй? Захуярил его! Ну все, хана ему! Я наготове! Вперед! Не уйдет враг монолита! От слуг монолита! Сюда, сука. Изи. Ну как изи, могло быть покрасивее, ну и так сойдет. Выходя из бункера, важно аккуратно смотреться, так как тут иногда респавнится монолитовцы заново. Мне повезло, я встретил только одного мужика на вышке. Возвращаться я решил через лес на радаре, так как мне нужен лут с мутантов. Мне повезло, я нашел химеру. Сначала я решил сразиться с ней ножом, но потом прибегает еще вторая, и я чуть не умираю. После этого я просто надеваю 5 мечей и призрачную звезду и бегу пинать их. Сердце упало только с одной химеры, ну хотя бы и на этом спасибо. В лесу больше никого не встречаю, спокойно возвращаюсь в бар. В баре чиню новый шлем ПД. Радар отключен, дорога на север наконец открыта. С помощью лута с севера можно стать почти бессмертным. Для этого нужно нафармить следующие вещи. Купить вторую книгу рецептов артефактов у профессора Германа. Выбить третью книгу рецепта артефактов. Эта книга падает по той же логике, что и рецепт на ремнабор экзоскелетов. Шанс 4% с мастеров монолита и ЕГЭ греха наемников, или легенды любой фракции. Нафармить куски мутантов для крафта артефактов. Первым делом прыгаю на Юпитер через проводника в баре и бегу в бункер к ученым, чтобы купить рецепт и скрафтить полезные тир 3 артефакты.
Тут довольно часто ошибаются наемники, поэтому подходить надо аккуратно. Мне повезло, меня тут встретило несколько хайранговых наемников, от которых может упасть нужный рецепт, но, к сожалению, он не упал. Покупаю рецепт с медицины и возвращаюсь на базу, чтобы скрафтить артефакт пламя. С помощью этого артефакта у меня уже 95% разрыва, и большинство мутантов перестает представлять какую-либо угрозу. Также этот артефакт сильно уменьшает кровотечение. Еще решил скрафтить черные брызги, так как этот артефакт все равно нужен, чтобы сделать компас. Я бы еще сделал полную пустышку, но мне не хватает лап псевдогиганта. И тут я вспомнил, что псевдогигантов можно очень много фармить на Юпитере с помощью квеста «Игра по-крупному». Доделав все дела в баре, я отправляюсь обратно на Юпитер, чтобы добыть лапки псевдогиганта для полной пустышки. Беру задание и отправляюсь к ним. По заданию нужно бежать к туннелю. Сначала выходит 3 обычных псевдогиганта, которые очень легко убиваются ультой из инвиза. Потом выходит один большой, его я решил просто пнуть, чтобы не тратить заряд батареи на экзаче. С них выпало достаточно, чтобы скрафтить полную пустышку, я сразу бегу ее делать. С полной пустышкой баллистическая защита поднимается до 80%, что делает меня еще более плотным против людей, а с NPC драться придется, причем с довольно сильными, так как необходимо найти книжку для крафта артефактов. Возвращаясь на Юпитер и начинаю свой первый круг по этой локации. Обязательно берем задание на Янове и в бункере ученых. Ученые регулярно выдают задания на сопровождение, которое во всем схоже с таким же заданием на болотах, только ученых 2, а локация окрестности Юпитера. После бункера чекаем споты мутантов, расположенные недалеко, и бежим к аномалии пепелища, лутать артефакты. Дальше двигаемся к ЖД-тоннелю, в котором иногда можно встретить нужных мастеров или легенд. После тоннеля бежим к аномалии плавни, по пути навещая места спавна мутантов. Затем цементный завод, где наверху иногда спавнится артефакт, а снизу обитают мутанты. Далее спускаемся в кратер. Тут следует быть аккуратным, так как где-то на вершине может быть контролер, а спрятаться тут от него очень сложно. Но не забываем о химзащите. В идеале скрафтить пузырь. Также неплохи будут браслет, кровь камня и каменный цветок. Наверху навещаем аномальную рощу. А после рощи нас ждет крайне неприятная аномалия битум. В этой аномалии не стоит залезать глубоко, так как там расположены гравитационные аномалии, которые крайне опасны. Следующая остановка — восточный туннель. Тут часто можно найти высокоранговых противников. Аномалию бетонная ванна сейчас можно лутать очень просто с помощью паркура. Сначала пробегаем рядом с детектором. Если артефакт есть, можно запрыгивать сверху вот здесь и безопасно лутать артефакты. Еще есть 2 электрические аномалии южнее бетонной ванны и на стоянке. Но я их не посещал, так как артефакты там не особо ценные, а защиты от электро у меня нормально не было. Поэтому дальше я просто бегал по оставшимся спотам мутантов и NPC, после чего сдавал ученых по заданию и возвращался на Яна. Вообще можно так бесконечно нарезать круги по одной локации, но лучше, конечно, подождать, чтобы наспавнилось побольше врагов, поэтому я отправляюсь на Затон. Сначала я решил устранить бандитов на земснаряде, но у меня их заспавнилось неожиданно много. И помимо бандосов тут были ренегаты, поэтому пришлось с ними повозиться. После этого я вернулся на Скадовск, чтобы восстановить ресурсы. Далее я направился к лесничеству, там часто обитают высокоранговые монолитовцы и ЕГЭшники. Мне повезло, и с легендой ЕГЭ я подбираю рецепт на ремонт экзоскелета. Это не совсем то, что мне нужно, но с его помощью я смогу починить экзошлем. После лесничества я отправляюсь на плато, где нахожу пару бойцов ЕГЭ, но с них ничего не падает. Затем я бегу на берег к разрушенному мосту. Тут меня встречают 2 монолитовца.
Далее посещаю лесопилку, на которой не оказалось нужных мне мутантов. Да сдохнет это уже! На Вензекру, к сожалению, заспавнились греховцы, но от них все равно нужно избавиться, чтобы мог заспавниться кто-то другой. Также меня чуть не убивают с вихря, потому что я забыл надеть пустышку и у меня было всего 65% пулестойкости. Аномалия Соснодуб очень сочная, так как тут спавнятся очень редкие артефакты. В один момент я нашел тут Серафима, который может спасти жизнь. Рядом с аномалией расположена заправка, на которой спавнятся опасные мутанты. Да сдохнет это уже! Далее идут цеха подстанции, на которой спавнится ЕГЭ, Монолит или Греховцы. Мне повезло, заспавнилось 2 мастера ЕГЭ, но книжка, к сожалению, не упала. Ну и под конец возвращаюсь на лесничество, так как за время беготни по затону зачастую противники спавнятся тут еще раз. Мне повезло и заспавнилось еще 2 мастера ЕГЭ. И с одного из них выпала нужная книжка для артефактов. На этом поиски опасных NPC можно остановить. Теперь мне нужны только химеры и контролеры, чтобы скрафтить петлю и компас. А где находится больше всего химер и контролеров? Конечно же на окраинах Припяти. Собственно туда и отправляемся, фармить ручки и сердца. Приходим к проводнику на Юпитере и просим его отвезти нас в путепровод. Нас респавнит как раз около выхода на окраины Припяти. Больше всего химер, по моему опыту, обитают в госпитале, поэтому я сразу туда отправляюсь. Чуйка меня не подвела, и на меня выбегает сразу 3 химеры. Я быстро надеваю на себя костюм с мечами и пинаю их всех из невидимости. Сердце, к сожалению, упало только с одной химеры. Я не расстраиваюсь и бегу к детскому саду, где также часто спавнятся химеры. У детского сада я встречаю всего одну химеру. Избавляюсь от нее по той же стратегии, и с нее ничего не падает. Далее я направляюсь к желтому тайнику в надежде найти там калибровку. На окраинах Припяти один из самых высоких шансов на инструменты для калибровки, а именно 50%. Мне везет, я нахожу в нем калибровку, а у меня есть еще один желтый тайник в кинотеатре. Поскольку там также иногда спавнятся химеры, я решил отправиться туда. Химеру я в кинотеатре не встретил, зато в тайнике нашел еще одну калибровку, которую можно будет отдать технику и получить достижение оружейник, с которым будет проще чинить снаряжение. Через дорогу от базы наемников находится остановка, где могут спавниться контролеры. Напоследок я решил сбегать туда. Там меня встречают 2 пси-кровососа и один крайне умный карлик, у которого аж целых 2 мозга на одну голову. Интересные места на окраинах Припяти закончились, поэтому я оттуда возвращаюсь и решаю пофармить еще немного Юпитер Затона. За это время на окраинах как раз все обновится. Но перед этим я возвращаюсь на юг, так как я нашел калибровку и могу улучшить себе рюкзак, КПК и ПНВ. Также я сбегал на барьер, где я оставил экзошлем в ящике, после того как отбился от монолитовцев. Чиню экзошлем в баре. Возвращаюсь на север с новыми апгрейдами. На Юпитере я нашел всего одну химеру, около бункера ученых, которую убили одиночки. В таких ситуациях можно попробовать затолкать труп в кусты, и тогда появится возможность залутать его. По моему опыту подходят не все кусты, а только те, которые шелестят, когда вы ходите по ним. На Затоне было пару химер, с которых также упало 0 сердец, но хотя бы с контролера упала 1 рука. Снова отправляюсь на окраины, встречаю 2 химеры в госпитале. Затем иду к детскому саду, и тут нахожу целых 3 химеры. Неподалеку от детского сада на дороге валялось 2 трупа контролера. Судя по всему, у них был замес с этими химерами. Собранного лута оказалось достаточно, чтобы скрафтить петлю. Петля после надевания на пояс превращается в артефакт Люцифер и снимается с пояса. Описание в игре не совсем соответствует тому, что на самом деле дает этот артефакт. Артефакт не уменьшает получаемый урон, но вместо этого дает очень много выносливости. С ним можно спокойно бегать даже на большом перевесе. Помимо этого, он также очень сильно уменьшает кровотечение. Все остальное в описании соответствует действительности. Теперь осталось нафармить 4 сердца химеры на компас, с чем я успешно справляюсь, побегав еще пару часов по Затону, Юпитеру и окраинам Припяти. Итак,
Итак, все, что мне нужно для прохождения сюжета, у меня есть. Да, можно было бы еще побегать, пофармить спартанец и какой-нибудь носорог ЕГЭ, или экзоскелет Ири, но того, что у меня есть, более чем достаточно для спокойного прохождения сюжета. Идем к бродяге на Скадовск, он посылает нас за Гауской. Забираем и возвращаемся. Далее нужно идти с ним путепровод. Около входа в путепровод встречаю женщину с базукой, но избавляюсь от нее раньше, чем успеваю это понять. В путепроводе ждет небольшой файт с монолитовцами. Но почему-то у меня там оказался плененный долговец, ефрейтор Попов. Недолго думая, я забираю его с собой. На окраинах я наконец-то встречаюсь со стрелком. Он посылает меня с документами в X8. Ну а пока я за ними бегу, я расскажу про свою финальную экипировку. Все тот же протоэкзоскелет ТИГ, который я нашел на инвентаре. Экзошлем и, конечно, кукри. Пояс у меня выглядит следующим образом. Компас, пустышка, пламя, полная пустышка, серафим и шкура псевдогиганта. С любым слотом тоже можно было бы что-то нацепить, но он у меня в большинстве случаев был пустой. С таким поясом у меня было 90% защиты от разрыва и 90% пулестойкости без морфина. Но перед жесткими файтами я менял шкуру псевдогиганта на 2 черных ангела, и с морфином у меня также было 90% пулестойкости. Но помимо этого еще было и 2 черных ангела сверху. С таким билдом умереть почти невозможно. Тем временем монолитовцы в КБО закончились. Я включаю лифт и спускаюсь вниз, забираю документы, после чего возвращаюсь к стрелку. Далее стрелок хочет пойти со мной штурмовать Припять, где засел фантом. Беру его отряд и отправляюсь в Припять. Самое опасное в Припяти — это огромный зал. Там много монолитовцев, которые просто сидят в позициях и не двигаются. Если не думая туда ворваться, то есть небольшая вероятность умереть, даже с таким непробиваемым билдом. Бегу в главное здание, где сидят монолитовцы и фантом. Первый же монолитовец решил отказаться от драки и просто исчез. Залезаю наверх и просто сижу здесь и жду, пока враги сами ко мне придут. Ко мне пришло довольно много монолитовцев, но фантома все не видать. Я решил заглянуть в большой зал, но его там не было. И тут кто-то начал стрелять в меня через окно. Я, недолго думая, спрыгиваю к нему. Это оказался фантом. А вот и он. Главная цель найдена, осталось с ним справиться. Я ранен, братья! Спустя полминуты я наконец его заковырял. Осталось избавиться от всех остальных. Припять наконец зачищена. Теперь можно отправляться на штурм ЧС. На ЧС и в саркофаге никакой особой стратегии на самом деле нет, потому что билд почти непробиваемый. Все, что нужно, это просто бежать на врага и резать. Резать, резать, резать! Главное следить за телом с головой и не жалеть медицину. Спускаемся в саркофаг. Пока на фоне происходит истребление монолитовцев в саркофаге, проясню один момент. Некоторые из вас, возможно, спросят, почему же не используется спайка? Она же стакается бесконечно. Вон как круто было в X16. Контролер умер с одного удара. Рассказываю. В X16 были одни мутанты, а у мутантов нет брони. Да, урон у ножа спустя несколько десятков ударов становится космический. Но дело в том, что у людей и так мало здоровья, и почти все умирают с одного удара в голову, если у них не будет шлема. Но стоит только противнику обзавестись какой-то броней или шлемом, у которых достаточно брони, чтобы нож их не пробивал. А я напомню, что у ножей тоже есть пробитие, то урон перестает наноситься. Когда нож или пуля не может пробить броню противника, то начинает сначала разрушаться броня или шлем, в зависимости от того, куда было попадание. И то, насколько быстро будет разрушена броня, зависит от пробития, а пробитие спайка не увеличивает. Ну и соответственно, даже если настакать с помощью спайки столько урона, что даже псевдогигант будет умирать за 4 удара, NPC в каком-то экзошлеме также будет умирать за 2-3 удара в голову. Потому что сначала нож сломает шлем, а потом ваншотнет. Спайка очень эффективна против мутантов и почти бесполезна против людей. Помимо этого, все стаки спайки спадают при переходе на другую локацию. Поэтому я решил, что будет лучше еще сильнее укрепить выживаемость за счет черных ангелов.
Остался пункт управления монолитом, который я показывать не буду, потому что там все то же самое, что и в саркофаге, только есть желейные мужики. Забираю осколок монолита и отдаю его стрелку. Выслушиваю всю его историю и получаю от него флешку с инфой. Далее нужно принести флешку Сидоровичу, но перед этим я возвращаю на базу ефрейтора Попова. Надеюсь, ему понравилось путешествовать со мной. Приношу флешку Сидоровичу, после чего начинается вторая сюжетная линия «Смертный грех». Сидорович посылает нас в рыжий лес, к леснику. Лесник рассказывает о сталкерах группировки Грех. Греховцы получают меньше урона, но все так же легко отлетают от ножа, так что ничего нового не выдумываем и действуем по той же стратегии – бежать и резать. Забираем КПК у главаря отряда и бежим в пещеру, где нас ждет Шов. Шов посылает нас за декодером на кладбище техники. Бежим на кладбище, забираем декодер, возвращаемся, отдаем, и дальше нужно снова бежать на кордон. После разговора с Сидоровичем недалеко от деревни заспавнится большой отряд греховцев. Этот файт я покажу полностью, потому что я такого еще не видел. У меня ощущение, что это был не отряд греховцев, а отряд фотографов. Ебать, вы стрелять будете сегодня, не? Я сейчас Таракова F4 прожал, не надо было. Пошла стрельба. Где фонарик светится, я не понимаю. Далее нам предлагают выбор: защитить X16 или радар. Я выбираю X16, потому что я когда-то пробовал защищать радар, и мне не очень понравилось. На интере, рядом с входом X16, будет небольшой отряд греха, который надо зачистить. Далее нужно спуститься в X16. В лаборатории будет ждать два отряда греха, в самом начале и в самом конце. С первым отрядом я просто справляюсь за счет ульты. Далее внизу что-то забыл военный, избавляюсь от него и вижу второй фонарь. Быстро бегу резать вторую цель, но оказывается это был ученый. Повезло мужику, что я промахнулся. Со вторым отрядом греха справляюсь точно так же, как и с первым, и далее нужно идти в Лиманск. В Лиманске очень много греховцев, но они не представляют большой угрозы. Максимум, насколько меня смогли просадить, это на пол хп в этом моменте. Просто действуем по тактике, бежать и резать. В конце локации будет два монолитовца на вышке, которых и даже не обязательно убивать, но я, конечно, в живых их оставлять не планирую. Далее нужно идти в заброшенный госпиталь. В госпитале главное слишком быстро не бежать вперед, потому что враги сами бегут к нам. Если слишком сильно поторопиться, то враги могут прийти в начало локации, где вас уже нет, потому что у них другой маршрут, а назад вернуться возможности нет. Если такая ситуация возникнет, то придется их убивать либо напарниками, что я сам себе запретил, либо загружать автосейв, что естественно тоже запрещено. Благо я всех дожидаюсь в начале локации, после чего спокойно бегу в самый конец к Чернобогу. Далее нужно бежать на генераторы, через ЧС. На ЧС ничего интересного нет, а вот генераторы... Генераторы самая рандомная локация, так как тут может как никого и не быть, так и насрать несколько пачек из 5 контролеров, 7 химер и тому подобного. Со всем этим несложно справиться, просто надо быть настороже. Если наобум выбежать на тех же 5 контролеров, они просто не выпустят из стана и выбьют всю птичку. Бегу к шву. По пути мне попадается один контролер, пинаю его из инвиза. Слышу, что у шва там какой-то замес. Просто стою и жду, пока он справится. Спустя минуту звуки стрельбы прекращаются. Это значит, что Шов справился и можно бежать к нему. Ну, привет. Он посылает меня на зачистку базы греха. Здесь тактика меняется с бежать и резать на забежать по дороге через главный вход и резать. Потому что рядом с дорогой расположены мины, на которые лучше не наступать. На самой дороге и базе мин нет. Справляемся с греховцами на вышках с помощью ульты, а остальных помогает найти метка на миникарте. Далее по центру базы появляется Чернобог, с которым надо поговорить. После разговора нужно бежать в пункт управления монолитом. Тут ничего особого, просто файт с тремя чуть более сильными греховцами. После победы надо поговорить со Швом и снова бежать к Сидоровичу. После разговора с Сидоровичем смертный грех заканчивается. Теперь нужно просто подождать примерно 5 или 10 минут. Спустя какое-то время я прибегаю к Сидоровичу и вижу диалог, который нужен для начала третьей сюжетной линии – операция после свечения.
Этот диалог появляется немного раньше, чем приходит сообщение о радиопереговорах. Меня посылают на Затон, перехватывать радиопереговоры. Для этого надо встать рядом с вертолетом и постоять 8 секунд. После чего надо бежать к цехам подстанции, где нас ждет полковник Дегтярев. Говорим с ним, и далее нужно зачистить лесничество от ИИГ. На самом лесничестве небольшой отрядик, с которым запросто справляемся. Затем нужно позвать полковника и поговорить с ним. Появляется отряд ИИГ побольше, с которым я справляюсь еще проще, просто прыгаю в них с ультой и вырезаю. Тут наглядная демонстрация того, почему ИИГ это искусственный интеллект говна. Теперь нужно, как обычно, возвращаться на кордон. При разговоре с Сидоровичем есть выбор. По факту единственная разница между тем, что вы выбираете, это награда. Так что лучше просто рассказать ему все, что вы видели. Теперь нужно идти на Юпитер, где нас будет ждать уже Александр Дегтярев. Первым делом он отправляет нас отнести посылку. Недалеко от Янова в этот момент спавнится небольшой отряд ИИГ. Встречи с ними можно легко избежать, но поскольку мне бояться нечего, я сначала избавился от них. Потом принес посылку. Затем Александр Дегтярев отправляет забрать флешку у нейтрального отряда ИИГ. Тут все просто. Приходим, забираем, отдаем. Теперь нужно идти на завод Юпитер, забирать документы. Вообще, здесь есть альтернативный способ, о котором не все знают. Можно просто поспать и подождать достаточно долго. И тогда Александр Дегтярев просто скажет, что мы опоздали и квест выполнится. Я так делал в спидранах Invictus, потому что очевиднее так быстрее. Но тут я решил пойти и зачистить завод от ИИГ. Спокойно зачищаю завод, забираю документы и отдаю Александру Дегтяреву. В этом случае он даст больше денег, чем в альтернативном способе прохождения этого задания. Теперь нужно идти на окраины Припяти, помогать группе Стрелка. Первым делом надо помочь Стрелку, около госпиталя. Тут ничего сложного. Вырезаем несколько монолитовцев, говорим со Стрелком и ведем его в прачечную. Далее Стрелок пошлет нас спасать бродягу и шва. Бродяга находится в детском саду. Прибегаем к нему, даем всем блокаду и ведем в прачечную. Теперь нужно найти шва. Он находится рядом с кинотеатром, где придется отбиваться от большого количества зомби. После битвы с зомби шва надо также сопроводить в прачечную. Вся группа Стрелка в сборе. При выходе из прачечной в этот раз нас опять встречает полковник Дегтярев. После разговора с ним у нас есть выбор: либо драться с военными, либо с ИИГ. В диалоге эти варианты, конечно, звучат немного по-другому, но по факту так и есть. Я выбираю, конечно, схватку с ИИГ. Тут я решил сыграть немного поаккуратнее. Все-таки конец игры. Я просто сидел в здании и вырезал ИИГшников по одному при поддержке военных. Теперь осталось поговорить с полковником Дегтяревым, после чего он уходит. И наконец финальный диалог со Стрелком. И достижение Invictus получено. Вот финальная статистика из КПК. Подписывайтесь, ставьте лайки и заходите на мой Twitch канал, на котором и было сделано это прохождение. Всем спасибо за просмотр и удачи!